Всем привет, я Дана Конрад, и сегодня мы с вами поговорим про самый главный фестиваль электро-транс и техно-музыки на всем латиноамериканском континенте, и это небезызвестный в узких кругах фестиваль Universo Parallel. It's about to go bonkers. Во-первых, это фестиваль грандиозный, он, сколько ему, 20 лет, по-моему, с 1997 года он начал проходить, и вот на данный момент, на 24-25 год, это вот главное событие в жизни всего континента Латинской Америки, но он известен и за границами как минимум тем, что при учете большого количества сцен, достаточно именитых диджеев, афишу прикладываю, можете посмотреть, кто из ваших любимчиков там когда-либо выступал или даже выступал в этот как раз фестиваль, на котором я была. В общем, несмотря на все те обычные штуки, про которые я расскажу, которые встречаются, в принципе, на более-менее любом фестивале транс-музыки, на этом фестивале есть море. То есть это ставит его на такую определенную ступень, потому что, знаете, это совсем не характерно для фестиваля, чтобы он проходил, когда вот ты так купаешься в воде, все такая волны, и такие пляжи, и все в бикини, и это фестиваль транс-музыки. Согласитесь, это круто.
фестиваль находится сколько там, в 3 часах езды на автобусе от Сальвадора, трансфер организован, и, значит, на автобусах вы приезжаете, и там побережье 27 километров песчаного пляжа, бывшая заброшенная кокосовая ферма, которая специально сдается под фестиваль, и в участии фестивальной организации задействовано около 200 человек, все местные. Извините, или 2000 человек и 1500 местные. Ну, то есть идея в том, что мы помогаем людям из такого небогатого штата найти работу, да, какую-то хорошую, высокооплачиваемую. То есть мы не просто тусовщики, мы вот положительно влияем на жизнь региона. Вот, даем работу местным. Первое, на что вы обратите внимание, когда вы приедете на фестиваль, и вы такие: вау, ничего себе, как они выглядят. Ну, то есть я знаю, что есть какой-то такой общий культурный феномен, стереотип, что вот бразильцы все такие любят ухаживать за своим телом, и все такие healthy-wealthy, все такие подтянутые, женщины-красотки в стрингах, мужчины-красавцы тоже в стрингах, и у всех такие тела. И знаете, вот этот фестиваль — замечательное место, чтобы проверить все это на практике, потому что именно так оно и есть. Если в Европе мы на такие фестивали склонны одеться интересно, в том плане, что как-то вычурно, необычно, волшебно, какие-то волшебные рога, обвешать себя иллюминацией, лампочками, чтобы так светиться, какие-то интересные нанести макияж, блестки. Ну, знаете, да, чтобы вот так много веселья, сказочности, чтобы это было не обязательно красиво, и тем более никогда на трансфестивалях не идет такой, знаете, разговор про сексуальность, чтобы казаться как-то краше или как-то, да, вот сексуальнее, то вот в Бразилии большой упор именно на это и есть. То есть, в принципе, большая гламурность, большая желание показать свою красоту, привлекательность, свое красивое тело, хорошую фигуру. И это было очень просто, знаете, именно в контексте трансфестиваля было очень интересно наблюдать, да, насколько это не похоже на то, как мы привыкли выглядеть и чувствовать себя на трансфестивале в Европе, где внешность — это почти последнее. Ну, я говорю, за счет того, что вот мы больше про создать себе интересный образ, да, а Бразилия — это, и в том числе на фестивале, это про «я красивая». Такое количество подтянутых, красивых мужчин в шортиках, в очень каких-то маленьких плавках я, мне кажется, не видела нигде. Они не то чтобы себя лампочками там не обтянут, чтобы как-то выглядеть интересно, сказочно. Они вот, в принципе, одевают на себя очень-очень коротенькие шортики, чтобы радовать вот всех проходящих, очевидно, женщин. Ну, возможно, мужчин тоже.
Значит, первый вечер, ты выходишь из своей палатки. Во-первых, вдоль дороги стоит огромное количество продавцов всех запрещенных веществ мира. В свободной продаже я никогда не видела, чтобы настолько свободно продавались какие-то психоактивные вещества, ну и вообще всякого рода вещества. Вот просто, знаете, тут бананы продают, тут фенечки, а тут просто всю таблицу Менделеева, да. Не замечено было за мной за все 8 дней никакого неадекватного поведения, то есть, в принципе, в этом плане дух фестиваля сохраняется, что все очень приятные, очень дружелюбные, очень милые, никакой агрессии, никакого кэтколлинга, никакого неуважения. Все очень-очень приятные, вежливые, спокойные. Если кто-то ушел в себя, в свои какие-то личные переживания, связанные с излишним потреблением веществ, этот человек не создает тебе лично никаких проблем, он там витает в своих облаках, в своих грезах или молча, знаете, танцует, одев очки. Это к тому, что даже если вы не увлекаетесь тем, чем я описала, как я, например, который, как всегда, crystal clear, просто весь фестиваль, то вам будет в любом случае безопасно и весело, и, ну, типа, без проблем. Это вот для тех, кто интересуется, для тех, кто не интересуется, есть точно такие же отличные опции быть трезвым, трезво и классно провести время. Take with me. It's about to go bonkers. Так вот, знаете, выходите вы из палатки, мимо всех этих торговцев, всей этой радостью прошли. И вот первый стенд мы видим, где, значит, такое indigenous население показывает свои ритуальные танцы, да, ну, предположительно, что это индейцы из лесов Амазонки, ну, вот их предки показывают танцы вот своих прародителей вот из Амазонии. И ну, предполагается, знаете, что это такой духовный момент. Мы смотрим ритуальные танцы. Мы приехали на фестиваль, который всегда про, знаете, такую, ну, духовность. Вот правда, транс-музыка, она, знаете, это не технофестиваль. Это фестиваль, на котором всегда много говорится об, ну, про эмоцию, про душу. Там же всегда много каких-то йога-воркшопов, всегда много занятий наедине с собой. Подумай о себе, там, про этичность, короче. Транс-фестивали, они же всегда такие про духовность. Вот, ну, если вкратце про духовность. Так вот, и, значит, танцуют эти ребята, все в душу вкладывают свой танец, и мне просто выбегают какие-то девчонки, одетые в какие-то мини-кропы, в мини-топы, каких-то кислотных цветов, каких-то пинки. И девочки, знаете, такие вот, ну, как на вечеринку пришли, то есть реально коротенькие какие-то юбочки, такие топчики, такая грудь, говорит всем привет, и такие волосы, такой макияж, ну, реально супер поп-культура. Мне суют телефон и говорят: засними нас, быстро. Знаете, телефон со вспышкой дают, да, чтобы в темноте были лучше видно. И я пока ошарашена, ну, продолжаю держать в руках телефон, в шоке от того, что вообще на транс-фестивале кто-то дал мне телефон, потому что, опять-таки, в Европе, ну, никто не принято снимать на телефон, как-то мы все их откладываем, и как-то, в принципе, ничего не снимаем, потому что, ну, мало ли мы заснимем чего-то или кого-то, кто не хотел бы быть на видео, поэтому на телефонах обычно нет.
короче, дают мне телефон и начинают танцевать на фоне вот этих ребят, которые исполняют ритуальный танец. И девочки начинают показывать какие-то движения, ну, я так понимаю, какого-то современного танца, то есть там, ну, не то чтобы реггетон, но что-то туда, да, вот во всех этих каких-то розовых люрексовых юбочках, топчиках. Я просто держу этот телефон, снимаю их, понимаю, что это пойдет какой-то тикток, прости господи, да, и я думаю, ну, вот это фестиваль, да, транс-музыки, думаю, что за пиздец, куда я попала. Ну, я подумала об этом не с негативом, да, я просто удивилась тому, насколько, думаю, ну, как гламурно, да, как будто я в какой-то клуб пришла. И вот даже по этому инциденту я поняла, что тут, правда, будет немножко по-другому. Ну и, в принципе, если так вот забегая вперед, я могу сказать, что да, это правда. То есть трансфестиваль в Бразилии за счет того, что бразильцы, в принципе, люди, которые больше про веселье и про вечеринки, и про танцы, он был, правда, больше про гламур и про вечеринку. Больше, чем про духовность и про хиппи, и про какие-то корни туда, да, ну, что больше характерно для Европы. На фестивале было 7 сцен. Не могу сказать, что каждая сцена меня поразила. Главная сцена, ну, как обычно, собирала наибольшее количество людей. Некоторые сцены были альтернативными до такой степени, что там выступали, ну, реально чуть ли не поп-исполнители с такими, знаете, именно что латиноамериканскими какими-то мелодиями, такими национальными, традиционными, где можно было потанцевать вполне так, ну, опять, чуть ли не тот тверк, реггетон. Ну, в общем, да, то есть из всего контекста, что я рассказываю, можете понять, какая была атмосфера, более веселая, с учетом того, что это еще океан. Надо заметить, что человеку, не владеющему португальским языком, не очень легко разобраться в программе, честно вам скажу, то есть я не попала почти ни на какое дополнительное мероприятие, я просто не смогла его либо найти, либо оно велось исключительно на португальском, да, с учетом того, что я говорю, по-испански мне было много непонятно, поэтому, к сожалению, я не смогла поучаствовать ни в какой активности, и, наверное, единственное место, куда я случайно попала и где постаралась как-то проникнуться духом атмосферы, кроме главных сцен, это была церемония какао, когда мы сварили какао вместе в огромном чане железном. Девушка рассказала про значение какао в жизни Бразилии, в жизни коренного населения Бразилии. И потом мы все пили какао в таком большом кругу, и они играли с музыкантами сет, под музыку входили в такой транс, да, то есть отсылка к тому, к первобытному, что было характерно тоже вот, да, для народности Бразилии, церемония какао. И мы, да, танцевали, пили какао и вот общались посредством танца, да, входили в общий групповой транс. Ну вот это, наверное, одна из немногих активностей, которые я посетила.
Локальная кухня. Здесь можно готовить, заряжаться. Можно готовить вместе на костре. Здесь можно все потом помыть, тут готовить. В общем, совместная готовка — это очень-очень, мне кажется, объединяющее мероприятие. По-моему, это очень классно. Ребята придумали. Совместная готовка — это круто. Не всем, кстати, зашел фестиваль. Парень француз говорил, что я в том числе приехал в Бразилию, чтобы все-таки посмотреть, каково это трансфестиваль на берегу океана. Он говорит, я все-таки ожидал увидеть тут какие-то, и тверк, и реггетон все-таки я хотел увидеть, потому что я этого жду от Бразилии. А вот, например, парень немец не смог преодолеть дальше второго дня фестиваля, хотя до этого он много ездил по Германии по фестивалям. Он немножко увлекся всем тем изобилием химической таблицы Менделеева, которая была предоставлена на фестивале, и он сказал, что это слишком, я не могу находиться в таком окружении, здесь передоз всего. И вот он уехал, там 31 декабря сказал, что это слишком для меня. Мы с бойфрендом провели 5 таких лайтовых, чилловых дней, танцевали, старались общаться с местными, ходили от сцены к сцене, много купались. И, конечно же, это было бы повеселее, если бы поехать можно было с компанией, потому что, вдвоем всегда на фестивале скучновато. И еще раз, то есть бразильцы не то чтобы как-то сильно стараются вас принять в своей компании. Ничего, это к тому, что это не был самый такой какой-то душевный, милый фестиваль, он был скорее красивый. Вот даже, знаете, насчет украшения. Европейские фестивали, правда, стараются, чтобы, если это трансфестиваль, ты пришла, и ты прям себя чувствуешь феей в сказочном саду. Все такое в фонариках, украшенное, ты идешь ночью, все тут блестит, все огоньками переливается разными цветами. И главная сцена у тебя должна создать такое ощущение иллюзорности, невероятности. Я могу сказать, что в Бразилии с этим было гораздо более скромно, несмотря на все какие-то офигительные флайеры, которые вы видите в интернете, о том, как просто невероятно освещена сцена и какие там невероятные просто работы, как называется, мастеров по освещению. На любом среднем французском фестивале, я могу сказать, я видела гораздо более вдохновляющие инсталляции какие-то световые. Бразилия — это про океан и про музыку, и про красоту людей. Например, Европа — это больше про
интересных людей, не столько красивых, сколько интересных, более разнообразных, более разнообразные активности, гораздо больше владения английским языком и лучшую украшенность фестиваля, да, потому что иногда вот я шла по фестивалю, он, знаете, все, как будто в лесу идешь, то есть темно, то есть они украсили на Универса Параллель главную улицу, ну и потом дальше шел пляж, где было вообще темно, ну и вот где-то от одной сцены к другой идешь через эту заброшенную пальмовую рощу и думаешь, ну странно, я вообще на фестивале или нет, что-то как-то темно, да, вот как-то пожалели на хорошее украшение сцен, потому что, честно, билеты были дорогие. Это был такой, ну, точно невероятный опыт, неповторимый, находиться 7 дней подряд в купальниках, быть очень свободным, видеть очень много красоты вокруг себя, очень красивых людей, которые очень, ну, приятно, да, на них смотреть, приятно двигаться, все расслабленные, много солнца, много счастья, много свободы, все милые, дружелюбные, и главное волны, и трансмузыка, и отличные там тоже были техносцены, и можно лежать, валяться на песочке и наслаждаться звуками и леса, и качаться в гамаке, и там тебе падает кокос, и потом ты одеваешь свое самое красивое белое платье, и вы все идете на главную сцену встречать Новый год, и просто такой салют, который там падает над океаном, и встречать рассветы с видом на океан под музыку. Ну что, друзья, с вами утро 1 января. Передаю вам привет с фестиваля. Говорю я не очень громко, потому что ночь была уж слишком бодрой. Просто хотела всех поздравить с Новым годом, всем передать привет. В общем, да, если будете в Бразилии в декабре, обязательно приезжайте. Думаю, опыт, который стоит пережить, попробовать раз в жизни и решить, какой тип фестиваля вам нравится больше, латиноамериканский или европейский.